Всем здравствуйте! В прошлом своем видео, когда я ездила в агрогородок Гожа, я снимала про местный костел святых апостолов Петра и Павла и обещала показать вам его внутри, а также рассказывала про очень интересный музей и анонсировала, что все сниму и покажу в подробностях. Музей насчитывает сотни экспонатов, от каменного топора и средневековых монет до предметов быта и документов начала XX века. Собрать воедино многовековую историю своего прихода настоятель храма Павел Шанчук решил несколько лет назад. А впрочем, вы все увидите сами. Ну что ж, тогда поехали. Мы с вами едем в агрогородок Гожа. Он находится в 17 километрах от Гродно, и чтобы попасть в музей, вам достаточно позвонить настоятелю храма и договориться, когда он будет свободен и может показать вам музей. Все очень просто, как и многое в жизни. Главное, самим эту жизнь не усложнять, правда? Телефон настоятеля я размещу под видео, разумеется, с его согласия. Пишите, звоните, кому как удобно, и составляйте план своего идеального маршрута экскурсии. Кто смотрит меня давно, тот знает, что на своем канале я за то, чтобы самостоятельно изучать город, планировать свои маршруты путешествия, общаться и узнавать новое. Сегодня мы с вами приехали в костел в Гоже, и я покажу вам, как и обещала, музей, который находится здесь, который ксенз Павел сам создал. Сначала он приехал сюда в 2001 году, уже 23 года как, и стал интересоваться историей этой земли. И стал создавать музей, то есть что-то находил он, что-то приносили прихожане, что-то рассказывали об этих местах. И вот очень интересный музей к посещению. Кто хочет посетить, это все свободно, можете, я оставлю под видео, в описании к этому видео, телефон ксенза. Он сказал, что можно свободно звонить, писать на Viber, как вам удобно, и договориться, если он будет здесь, он обязательно покажет, расскажет вот эту вот всю интересную информацию об этом месте. Так что присоединяйтесь. Ну а что могу, покажу я. История католического прихода в Гожа насчитывает уже 5 веков. За это время 2 деревянных костела были разрушены завоевателями, а последний каменный храм возвели в середине XIX века. Строительство было начато в 1862 году, а закончено через 7 лет, в 1869. И кто помнит со школы исторические даты, тот заметил, что на этот период приходится на этих западных землях восстание под предводительством Калиновского. И владелец поместья Гожа Станислав Сильвестрович в то время был активным участником восстания 1863 года. После подавления восстания он был арестован и приговорен к каторге, а имение Гожа перешло в государственную казну, естественно, вместе с костелом. Так что история этих мест тянет на детектив и триллер. Сейчас в храме проходит выставка фоторабот настоятеля храма. Он снимает работы на телефон, и все посвящено истории и красоте природы при Немане. Собрались работы за несколько лет съемок, и вот решил сделать выставку. Выставка продлится еще 2 недели, так что можно свободно зайти и посмотреть. Очень рекомендую. Между прочим, это особый талант – так видеть мгновение через объектив фотокамеры. И не каждому дано этот кадр увидеть и запечатлеть. Я снимаю видео, но фото для меня это искусство, которое, наверное, не дано. Работа очень интересная, так что если есть ценители, думаю, вам понравится, приезжайте. На 2-м этаже здесь в храме есть орган, но во время пожара в 2018 году он был поврежден, и его до сих пор восстанавливают. Дело это не только затратное, но и хлопотное. Теме пожара тут посвящена целая выставочная зона. Вот это колокол, который был поврежден во время Второй мировой войны, когда снаряд попал в правую башню в 1942 и костел горел. Этот колокол был установлен на правой башне всего лишь в 1938 и прослужил 3 года. Храм обстреляли из-за того, что на башню поднялся мальчик с подзорной трубой. Его линзу приняли за прицел, и пожар был такой разрушительной силой, что часть колокола оплавилась, и сам колокол упал и, видите, раскололся. Рядом здесь есть стенд, посвященный теме пожара 2018 года, фото и часть поврежденных экспонатов. И еще здесь есть очень интересная, любопытная деталь. Если стать лицом ко входу, ну или выходу
можно и так сказать, то под самым потолком, вот посмотрите в левый верхний угол, под самым потолком мы увидим большую кляксу. Она была оставлена намеренно. Это так выглядел весь храм внутри после пожара, то есть все стены и потолок были такого черного цвета от копоти. И все это до белизны стен восстановили, колоссальная работа проделала, конечно же. Главная святыня этого прихода – это икона Матери Божьей Утешения. Она известна еще с 17 века, и существует документальное подтверждение того, что страждущие, обращаясь к ней, получали исцеление. У входа в храм можно увидеть деревянные статуи. Все здесь не случайно и имеет свой символизм. Автор всех работ – гродненский художник по дереву Валентин Багдевич. Кстати, его же работы стоят и украшают замок Зиванны. Гродненцы знают этот комплекс для отдыха в деревне Коробчицы. И первая подаренная храму скульптура – это статуя ангела, вот эта, который прижимает к сердцу костел одной рукой, а второй рукой обнимает маленького барашка. Потому как Гожа происходит от литовского слова «гожес» – «козел» в переводе. На этих землях было много диких животных, края были богатые для охоты на дичь. Отсюда и название, вот есть такая легенда. А вторая скульптура вот эта – это фигура святого Флориана, покровителя пожарных. Поставлена здесь уже после пожара, как бы в благодарность пожарным. Святой Флориан был римским легионером, который уверовал и принял мученическую смерть за веру, был утоплен вместе с жерновом, привязанным к ногам, поэтому жернов установлены здесь. Вот такой символизм. На противоположной стороне фигура святого Казимира. Это святой покровитель Польши и Великого княжества Литовского, покровитель молодежи. Святой Казимир скончался в Гродненском замке, тогда королевич Казимир. Его, когда везли хоронить в Вильню, проезжали эти места. Дорога на Вильнюс была здесь. И хотя это было в 15 веке, но Гоша здесь была уже в 13. А четвертая фигура, вот это покровитель всех, кто управляет транспортными средствами. Вот такие фигуры. Кажется, что стоят просто так, а на самом деле имеют глубокий смысл. Еще одна интересная необычная реликвия этого храма – это дуб, вот этот впереди. В 2006 году Папа Римский Бенедикт XVI осветил 100 саженцев дуба, и один из них был доставлен из Ченстахова в Гожу и посажен здесь, о чем имеются документальный сертификат в храме, и больше в Беларуси таких нет, остальные 99 были посажены по всему миру. В Гоже единственный экземпляр. А мы теперь с вами отправимся в музей. Он находится чуть дальше в доме настоятеля, и скажу я вам, природа здесь действительно уникальная. В Беларуси вообще красиво, но, наверное, я уже давно нигде не была в лесах, хотя бабушка у меня жила в Беловежской пуще, и, как понимаете, каждое лето, как все советские дети, мы с братом отправлялись в ссылку на 3 месяца. Тогда оценить, конечно же, все прелести и счастья мы не могли, но если бы меня сейчас на 3 месяца отправили в пущу... Короче, что имеем, не храним, а потерявши плачем. Ну, меня, как всегда, уводят в сторону, вернемся же к музею. Этот деревянный дом впереди, он не используется, он слишком ветхий. Он еще в процессе восстановления, ведь он ровесник костела. Это конец 19 века. Представляете? Старые деревянные бревна, из которых он сложен. Это удивительно. Дерево вообще при хорошем и правильном уходе простоит лет 200 и даже больше, а этому дому получается больше 250 лет. Настоятель повесил на стены предметы, которые найдены в этих местах, предметы быта, и очень стильно и интересно получилось. Но сам музей находится внутри дома настоятеля, мы пройдем туда, и, как я уже и говорила, войти посмотреть может абсолютно любой желающий, независимо от того, какой вы веры, если вас смущает этот факт. Это абсолютно не важно. Чтобы войти посмотреть, достаточно либо найти настоятеля в храме, или позвонить ему по телефону. Номер я уже говорила, что оставлю в описании под видео. Звоните, и если он располагает временем, можно договориться и посмотреть музей и побывать на такой интересной экскурсии. В зале музея сотни экспонатов, на стенах раритетные фотографии, все подписано, каталогизировано, и ксенз Павел очень интересно рассказывает о каждом экспонате и проводит интереснейшие экскурсии. До Второй мировой она единственная была такая маленькая, как спичечный коробок, это увеличено, больше ни у кого нет. Поэтому она как-то так дорога.
Деревянный, вот там все деревянное, Да, смотрю, да, было. да, это все сгорело во время туда, вот когда я говорил, что снаряд попал. Какой-то мальчик сидел на башне и думали, наверное, что кто-то корректирует огонь и выстрелили по костелу. За 1495 год, четвертый вернее, да. Ну, это, конечно, копия. Вот этот уголок, это все посвящено перелому. Это 14 километров отсюда, там был монастырь капуцинов, братьев. Но потом этот монастырь разобрали, забрали в Соничи, сделали школу, она по сей день там как бы стоит. Вот. И костел тоже разрушили. Там, что видим, костел тоже. Вот. И на этом месте только теперь небольшая капличка стоит. Там 2 раза в году только приезжают люди и служат. Помимо самого настоятеля, коллекцию этого музея пополняли и жители Гожи и окрестных деревень. Раскопки доказали, что на этой территории были поселения еще в каменном веке. В 1885 году кузнец нашел на берегу Немана бивень мамонта, а в 1912 в окрестностях попадались каменные топоры и зубила. А вот этот интересный экспонат – это лодка из цельного ствола дуба. Еще в 80-е годы прошлого века она использовалась, на ней видны современные латки. Есть здесь и стена славы местных ребят, все награды за участие ребята из прихода, которые получали в турнирах и конкурсах, в том числе международных, как видно по надписям. Экспонатов настолько много, что показать через объектив камеры все просто нереально. Я сама сначала все сняла, а потом сказала: все, теперь смотрю глазами. И еще раз с удовольствием прошлась и рассмотрела все более детально. Так что очень советую музей к посещению. Здесь награды, предметы быта, украшения, монеты, документы, книги, иконы. Каждый найдет здесь что-то, что больше всего понравится и заденет какую-то струнку внутри. У меня, например, это было, как ни странно, оказался старый будильник. Сделан в начале 20 века, и здесь, видите, на циферблате есть даже адрес производства. Плац Баторий-го 1. Честно говоря, так понравился, что его фото у меня теперь на заставке экрана в телефоне. Ну, как долго и любовно я его тут ревностно показываю, то есть вы понимаете, что задело меня. Шикарная вещь вообще. Среди сотен экспонатов старинные документы, религиозные книги, часы, утварь, крестики, иконы. И назначение некоторых угадывается с трудом. Вот, например, что это, угадайте? Оказывается, это ушная палочка. Так чистили уши. Вот так вот. Вот это монетки чешуя называются, потому что они как рыбная чешуя. Это такая, Самые мелкие, да? да, серебряную проволочку, ее так рубили, как колбаски, и ставили штампик. И носили обычно во рту, чтобы не потерять. И не грабят, наплевал, сколько надо на рынке, и все. Мы долго разглядывали, рассматривали, все можно подержать в руках. О каждом предмете ксенз Павел может рассказать свою историю, и как она была найдена, и для чего использовалась, где, на какой территории находилась. Много монет, украшений. Вот такая богатая на экспонаты земля оказалась, видите. А вот здесь над окном тоже здесь очень интересное фото. Это оригинал, не копия. Это оригинальное фото, которое сделал советский белорусский писатель-гродненец Алексей Карпюк в годы войны в 1944 году. Так выглядел город Гродно. Дочь писателя подарила эту фотографию костелу. Да, музей произвел впечатление.
И настоятель человек интересный, увлеченный своим делом, а это всегда притягивает и видно, когда человеку нравится то, что он делает. Нынче большая редкость. Вот такой он, костел святых Петра и Павла в Гоже. Таким увидела его я и попыталась рассказать вам. А уже получилось что-то из этого или нет? Пишите в комментариях, делитесь впечатлениями, если кто-то здесь побывал или кому-то удалось побывать по моей рекомендации. Вот такое видео у нас получилось. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что вы хотели увидеть еще. Вот такое мини-путешествие. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!